Российская система как-то уж слишком массово стала пожирать своих. Если раньше мы могли позволить себе роскошь делать отдельный ролик по каждому новому посаженному, раскулаченному или там, не знаю, погибшему из рядов элиты, то сейчас все иначе стало. Давайте просто перечислим через запятую самых заметных и свежих, которые вот только за последнее время сели или что-то с ними случилось. Генерал-майор МЧС, глава управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин задержан за взятку в 2 миллиона 30 сентября. 29 сентября еще генерал Росгвардии, но уже в Северной Осетии, задержан за взятку. В тот же день ранее уволенный с поста вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов задержан по коррупционному делу. 23 сентября задержан крупный уральский олигарх в энергетической сфере, совладелец крупнейшего пропагандистского СМИ Урала Ура.ру Алексей Бобров. 25 сентября краснодарский краевой депутат Виталий Капустин от «Единой России» был найден повешенным в лесополосе. В этот же день Александр Федотов, бывший глава транспортного управления Санкт-Петербурга, выпрыгнул из окна гостиницы. А 19 сентября покончил с собой глава крупного промышленного холдинга «Химпроминжиниринг» Александр Тюнин. 30 сентября арестовано имущество члена Президиума Верховного суда, главы Совета судей России и 22 связанных с ним лиц, включая мать. Имущество там было на сумму более 9 миллиардов рублей. Хорошо насудил. В тот же день задержали экс-замгубернатора Краснодарского края по делу о хищении средств, выделяемых военным. Это не все. Далеко не все. 24 сентября бывший замглавы Росреестра по Ленинградской области Борис Авагян сбежал из Кронштадтского суда и добрался до консульства Армении, где покончил с собой в туалете. И это только что то, что мы нашли как-то вот легко и за последнее время. Что объединяет все эти новости? Где посадки, раскулачивания и таинственные смерти идут вперемешку. Два обстоятельства. Во-первых, мы не прилагали никаких усилий, чтобы их выискать. Это то, что на поверхности. Это беды людей, достаточно высокопоставленных, чтобы о них написали крупные СМИ. Во-вторых, все эти личные катастрофы произошли всего за 2 недели второй половины сентября. Теперь нет никакого вопроса о том, встали ли высокоранговые репрессии на рельсы, стали ли они массовой практикой. Остается один-единственный вопрос. Как это получилось и почему? Как наш режим эволюционировал до жизни такой? Чтобы ответить на эти вопросы, надо посмотреть, как режим эволюционировал в принципе. Только прежде чем начнем, как обычно, напомню. По ссылке в описании вы найдете наши бесплатные способы по обходу блокировок YouTube, WhatsApp и Telegram в России. Мы каждый день сами их тестируем, так что все работает. Наш спонсор – сервис Shiva VPN. У него круглосуточная поддержка и 3 бесплатных дня на тестирование, так что попробуйте. В политическом режиме, где принципиально отсутствует категория права и универсальных норм, на которые можно ориентироваться, все вынуждены жить не по писанному закону, а как-то в рамках сложной архитектуры из понятий и умолчаний. В первую очередь силовики. Когда-то, в старые добрые времена, существовало негласное правило, что публичных персон, даже если их полощут по телевизору и называют врагами народа, трогать не нужно. Ну, вот представим. Какой-нибудь обычный товарищ майор или товарищ даже полковник в каком-нибудь 20-м, 21-м или 19-м году, возможно, очень не хотел пришить уголовочку какому-нибудь Максиму Кацу. Хотя мы очень старались не наговорить себе на срок в роликах, пока были в России, но дорогу к повышению осилит идущий. Было бы на то специальное желание, срок бы нарисовали, с нашим законодательством возможно все. Однако, что видел среднестатистический мент, когда заходил в интернет? Он видел кучу людей, одни из которых с пеной у рта доказывают, что Максим Кац работает на Собянина, другие, что на Володина. Нет никакого способа позвонить и спросить ни у Собянина, ни у Володина, ни даже у Лексутова. Это ваш, дескать, или не ваш? Зато в логике обычного мента или чекиста очевидно. Если этот товарищ тут власть ругает на аудиторию в сотни тысяч и все еще спокойно сидит в офисе в центре Москвы, прямо напротив Совфеда и Генпрокуратуры, а не в СИЗО, значит так надо. И не рядового мента дело тут инициативу проявлять. В довоенное время любой наезд на публичного человека – это большой скандал. С митингами, публикациями в крупнейших, в том числе и лоялистских СМИ типа «Коммерсанта». С заступничеством всяких важных людей, от артистов до чиновников, с кампаниями солидарности и прочим шумом. И если нет приказа с самого верха, буквально прямо от Путина, как в случае с Алексеем Навальным,
Если это низовая самодеятельность, как было с Иваном Голуновым, то оказывается проще слить этих самодеятелей, которые тут совершенно не по чину организовали политическую нестабильность. Проще, чем за каким-то фигом им потакать и идти до конца. На этом принципе была основана публичная оппозиционная жизнь десятых и начала 20-х. Было плюс-минус ясно, как тут держаться в толще воды. С одной стороны, быть достаточно публичным, чтобы твое имя легко и ярко гуглилось, а обычные менты и чекисты трогать тебя опасались. С другой стороны, не стоило переходить ту невидимую грань, где относительно тебя кулаком по столу стукнет лично Путин, потому что тогда все. Звездный статус тоже играл роль, причем неважно в какой сфере. Известный ли ты политик, популярный ли писатель, певец, актер, телеведущий, просто крупный инфлюенсер, даже постоянный гость «Эхо Москвы». В довоенное время большое имя поднимало уровень принятия решений о твоей судьбе на недосягаемую в практической плоскости высоту. Ведь даже если ты просто ходишь на главную в Москве радиостанцию, то в логике постсоветского мента, обычного, ты уже немного начальство. И не его ума дело по тебе решение принимать. Видимо, у тебя есть какая-то крыша, раз ходишь. Так что не надо лучше трогать. С началом же войны эта схема абсолютно перевернулась. И далеко не только для публичных спикеров. Как именно перевернулась, посмотрим после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста, реклама позволяет нашему каналу оставаться независимым. В 2024 году Бали принял 6,3 миллиона туристов, почти на 20% больше, чем в предыдущем году. И турпоток продолжает расти. Спрос на аренду там высок круглый год. Если вам это интересно, присмотритесь к проектам Break Property, партнера Marriott и лучшего девелопера на Бали по версии XQZ. Проекты компании были отмечены премией International Property Awards 2025. В портфеле компании 20 проектов, 16 из которых уже сданы. И сейчас вы можете приобрести недвижимость в двух проектах Break Property. Первый – Elysium в Ченгу. Там сейчас продаются апартаменты в шаговой доступности от океана и с собственными бассейнами. На территории есть парки, рестораны, коворкинги, фитнес, спа, йога, прогулочная дорожка у реки. С верхних уровней виден океан и рисовые поля. Стартовая цена апартаментов от $99 тысяч. Гарантия на постройке до 20 лет. Страхование Цюрих действует уже на этапе строительства и после сдачи. Есть рассрочка на 2,5 года без переплат. Доходность с похожих объектов в 2024 году была около 14%. Второй проект Эдем 2 в Нуса-Дуа, одном из самых престижных и спокойных районов. На территории приватные бассейны, зеленые сады, панорамы на океан. До пляжа 5 минут на байке. Рядом гольф-клуб мирового уровня и 5-звездочный резорт. Виллы в подобных проектах в прошлые годы, по сообщению компании, приносили 12-16% годовых в валюте. Вы можете такую виллу приобрести и тоже в рассрочку. Управляющая компания Break возьмет на себя сдачу в аренду, сервис и отчетность. Если вы собираетесь инвестировать в такую недвижимость, обратите внимание, это высокорискованные инвестиции. По промокоду CATS вы получите 6 месяцев бесплатного управления от компании Break, что сэкономит до 18% комиссии и даст максимальный доход с первых месяцев. Переходите по ссылке в описании или пользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить заявку на сайте и получить подробные каталоги. Спасибо, что смотрите рекламу. Надеюсь, вы ее не перематывали. Продолжаем. Мы говорили о том, что в довоенное время звездный статус, причем в любой сфере, вполне мог уберечь тебя от преследования со стороны рядовых силовиков. С началом же войны эта схема абсолютно перевернулась. Всем, кто уголовные дела шьет, стало ясно, никакой защиты публичность не дает. Совсем наоборот, это очень модно в новом сезоне – большой звезде пришить уголовное дело. Все смотрят на всех и понимают, такие инициативы больше не наказываются, а совсем наоборот, поощряются. Повесить еще одну статейку на Акунина не скандал, а служебное рвение в нужном направлении. В случае с владельцами больших кусков собственности, в случае с чиновниками уровня вице-губернаторов и выше, работает та же самая логика. Их принадлежность к классу номенклатуры дает некоторый уровень личной и имущественной неприкосновенности. С ними нельзя поступать так, как с рядовыми гражданами. Нельзя на них просто клепать палки, как на подростках, которым подбросили пару грамм вещества. Нельзя отжать миллиардную компанию, как овощебазу. Если человек сидит на должности выше главы города, если у него есть имущество в масштабах, измеряемых девятизначными и более суммами,
Понятно, что он не с Луны свалился и не мимо проходил. Он повязан коррупционными связями со всеми местными силовыми начальниками, ходит в баню с прокурорами и генералами. У него есть друзья и партнеры на федеральном уровне. Он реализует важные задачи для больших людей. Владеет лояльными СМИ, организованными колоннами отправляет своих сотрудников на выборы, покупает бронежилеты и бушлаты для нужд фронта, выполняет гособоронзаказ. Следит, чтобы на местном уровне не было политических скандалов, гасит в зародыше всякие вредные активности. Короче говоря, если человеку позволено владеть миллиардами или занимать должность, открывающую к ним доступ, то этот человек полезный и нужный. Значит, человек этот до предела лояльный. Если человек до сих пор владеет заводами, газетами, пароходами, значит, он не дрогнул в годину тяжелых испытаний, не испугался санкций, смирился с утратой зарубежной недвижимости и счетов, не улетел в Дубай. Значит, он многим, вообще-то, во имя высшего начальства пожертвовал. Когда ему говорили, не затруднит ли тебя, дорогой, раскошелиться на избирательный фонд «Единой России», он не задавал вопросов, он раскошеливался. Когда говорили, нам бы подарков для лотереи на избирательных участках во имя права к Конституции купить, он покупал. Когда просили не сокращать работников во имя социальной стабильности, ужимался, что-то придумывал, матерился, крутился, но не сокращал. Не только федеральные, но региональные элиты – это важные кирпичики в путинской системе, которые нужны ей для поддержания стабильности на земле. Сидя в Москве, сложно понимать расклады Свердловской области, а укорененным на местности людям несложно. Тех, кто не понимал, не улавливал сигналы и не шел навстречу, тех, кто проявлял фронту, зажимал бабло, качал права, таких переварили еще уже настолько давно, что нынешние менты и чекисты, которые работают сегодня, уж толком их и не застали. Первые высокоранговые репрессии, которые Путин начал с Минобороны и всей сети подрядчиков и чиновников, связанных с бывшим военным руководством, они шли по классической схеме. На аресты и разорение самых высокопоставленных чиновников было дано высочайшее не просто разрешение, но прям поручение. Сейчас же мы видим нечто совсем другое. Сейчас мы видим, как репрессии спустились на уровень ниже и расползлись по горизонтали туда, где лично Путин уже не принимает никаких решений. Силовое сословие просто смотрит, что происходит по всей стране, насколько быстро и успешно их коллеги из соседних регионов занимаются посадками целых областных администраций. С каким свистом и безо всякого одергивания отжимаются огромные активы. Как лихо на этом можно преуспевать, и они понимают, так можно. Так же, как в свое время невидимый щит спал с публичных персон, так сейчас он рухнул с элит. Оказалось, что миллиардные активы, должности и связи больше никого не защищают. Даже наоборот, чем ты жирнее, тем более привлекателен для всяких хищников. Оказалось, что неформальные статусы не работают. Доверенное ли ты лицо Путина, член ли управляющих органов «Единой России»? Есть ли у тебя ордена? Рвал ли ты тельняшку на груди во имя войны? Входил ли в какие-то общественные советы при МВД? Ездил ли на фронт с гуманитаркой? Это все не имеет никакого значения. Любые обереги, которые раньше спасали от сглаза и лихого человека, перестали работать. Нет в этой истории более показательного примера последнего времени, чем дело Александра Записоцкого. Он ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Занимал эту должность ровно столько, сколько существует университет. Если смотреть биографию Записоцкого, примерно всю ту четверть века, что он возглавлял университет, он вращался в орбите не кого-нибудь там, а прям Владимира Путина. Биография у него классического питерского, близкого к городской администрации человека, как раз с тех самых времен Собчака, чьим доверенным лицом он был на выборах 96-го года, когда Путин возглавлял избирательный штаб. Даже по меркам типичного российского ректора, Записоцкий фигура абсолютно одиозная. В своих порывах лоялизма он выпрыгивал из штанов задолго до того, как это стало мейнстримом. Еще в 2014 году он начал отчислять студентов за высказывания в соцсетях. Если в Google поиске выставить фильтр по публикациям до того времени, когда у ректора начались проблемы, и просто ввести его фамилию, то вы обнаружите, этот его университет профсоюзов просто какой-то филиал кадыровской Чечни в масштабе вуза. Идеологические проработки студентов, мероприятия с публичными покаяниями, доски позора, где крутят ролики с извинениями.
Тотальный контроль политической чистоты. То есть путь, который ведущие вузы страны начали уже после 22 года, в этом вот университете профсоюзов был пройден уже давно. Записоцкий построил идеальный университет для путинской системы. Если студент пережил обучение в этом компактном тоталитарном государстве, то уже к своим 20 годам достиг искомого просветления, готов улавливать сигналы и чуять конъюнктуру спинным мозгом. По-другому там просто не выжить. Записоцкий не то что не скрывал, а с большим напором подчеркивал, задача его института именно такого рода идеологическое воспитание, что делает его успешным и важным для системы человеком. Если у выпускников такого университета и были какие-то вредные мыслишки, то к моменту выпуска они забиты уже так глубоко, что стали безвредны. Интересно, есть ли среди моих зрителей выпускники этого университета? Ну вот, если посмотреть публичные высказывания Записоцкого, его интервью о специальной военной операции, о Путине, оппозиции, иммигрантах, мироустройстве, геополитике, США и Евросоюзе, может сложиться впечатление, что вещает не типичный российский ректор, а прям Николай Платонович Патрушев. Невероятный лоялизм Записоцкого в прежней системе окупался как положено. Будучи клиентом диссернета с сомнительной диссертацией, он стал членом-корреспондентом РАН и зампредом Санкт-Петербургского ее отделения. Записоцкий – кавалер орденов дружбы и почета. Буквально в апреле прошлого года указом Путина получил орден Александра Невского. Заслуженный деятель науки, лауреат всех на свете премий и благодарностей от президента и правительства. То есть Записоцкий не просто еще один ректор в длинном списке раскулаченных и посаженных за последние пару лет ректоров. Он прям слуга царю, дальше некуда. Фигура, приближенная к императору, что сам всегда подчеркивал и чем гордился. Но все это ему не помогло. Карьера самого верно подданного ректора в стране, длиной в 34 года, во всю историю самой страны, полностью рухнула за несколько дней. Оказалось, что ректор годами присваивал десятки тысяч квадратных метров недвижимости, манипулировал отчетностью для получения госфинансирования. И теперь он, в качестве обеспечительной меры, отстранен судом от должности, а обширное имущество вуза арестовано. Причем, по сложившейся в последнее время традиции, вторым главным фигурантом дела оказался сын Записоцкого Юрий, получивший от отца одно из зданий университета. Самый идеологически чистый, близкий к Путину ректор Российского университета не просто оказался под реальной перспективой полного разорения и уголовного дела, но рискует утянуть за собой и семью. Оказывается, важна не лояльность, не близость к власти. Важно, что есть десятки тысяч квадратных метров хорошей недвижимости и должность, позволяющая прокачивать через себя миллиарды. Фигура именно Записоцкого тут более показательна, чем разных региональных олигархов и генералов. Именно его случай демонстрирует, никакая политическая крыша больше не работает. Смотря на него и оценивая свои возможности по раскулачиванию, силовики будут понимать, такое сейчас в моде. Важны не ордена, важно, что можно забрать много имущества. Нет больше защиты не только для верных государственных слуг, но даже для их детей. Теперь это нормальная практика, не требующая особого разрешения. Никто никого одергивать не будет, и сын вот так вот раз и под уголовным делом. Именно случай Записоцкого должен намекать всем его коллегам по ремеслу служения Путину, что нет для них вообще никакого безопасного трека поведения, кроме как на самолет и в Дубай. Не получится отсидеться тихо, не получится отсидеться громко, ежедневно демонстрируя верность. Если у вас есть что забрать, то заберут. Если не успеете, унести ноги. Такую вот систему построили. До завтра.